Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на творческом канале «Красота в деталях». И хочу сегодня показать вам заколочку. Заколка-автомат с такой стразовой цепочкой. Красивый очень водопад блестящих цепочек украшает наши вот такие вот цветочки из ткани искусственная замша. Эта ткань имеет очень благородную бархатистую фактуру, поэтому данная заколочка подойдет не только для маленькой девочки, но и для ее мамы, для девушки, женщины. Прекрасная такая заколка сможет украсить гладкую прическу, хвост на какое-либо торжественное мероприятие. Друзья, делается такая заколочка довольно легко. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Если вам понравится мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки, и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. А мы начнем наш видеоурок. Итак, друзья, сегодня мы будем делать нарядную и благородную заколку, состоящую из 3 цветочков. Крепление заколки — заколка-автомат. Вот на такой застежке. Длина нашей заколочки 8 сантиметров. Кроме самой заколки, для работы нам понадобится материал искусственная замша для лепестков цветочка, полубусины жемчужного цвета, стразовая цепочка золотого цвета, немного фетра. Также я взяла для изнанки заколки немного бархатной ленты, исчезающий маркер, шаблон для лепестка. Вот у меня такая монета 5 рублей, диаметр монетки 2,5 сантиметра, иголка с ниткой, клей для страз, пинцет и, конечно, зажигалка. Для начала мы будем делать вот такой вот цветочек. Наша заколка будет состоять из 3 таких цветочков. Сделаем лепестки. Для этого нам нужно взять искусственную замшу, обведем исчезающим маркером ее, нашу монетку. Если вы хотите более крупный цветок, можно взять окружность большего размера. Вырезаем наш кружок. И по краю проходимся огнем зажигалки. Разогреваем край и растягиваем пальчиками, делая волнистый край. Таким образом мы получим реалистичный лепесточек. На один такой цветочек нам понадобится 5 подготовленных лепестков одинакового диаметра, а также иголочка с ниткой подходящего цвета к лепесткам. И теперь мы будем нанизывать наши 5 лепесточков на нить. Перед этим мы сложим лепесток, складываем пополам наш кружочек и отворачиваем краешки, таким образом делая складочку. И немного отступив от этого края, буквально 3 миллиметра, нанизываем на нить, пропуская через все слои ленточки. Не ленты, точнее, нашего лепесточка. Также поступаем со всеми остальными лепестками. Складываем пополам, отворачиваем краешки, получаем складочку и нанизываем на нить, продевая, проходя через все слои складки.
Замыкаем круг, продеваем в первый лепесточек и стягиваем нить и закрепляем иголочку. Такой вот цветочек получили, пятилистник. И теперь сделаем серединку для цветка. В серединке, для того, чтобы сделать серединку, нам нужно кусочек какой-то плотной тонкой ткани. Либо это кусочек той же репсовой ленты будет, но у меня канва для вышивки. Также нам нужен будет сейчас клей для страз, полубусина. Я беру самого крупного диаметра. 7 миллиметров, даже 8 миллиметров. И нашу полубусину жемчужную мы обернем стразовой цепочкой вот такого красивого золотого цвета. Отмеряем нужный отрезок, чтобы обернуть нашу ленточку. Наносим клей для страз. Можно прикрепить и на термоклей, но для мелкой работы все-таки удобнее пользоваться таким клеем, потому что у него тонкий носик. Вот аккуратнее будет смотреться. Какое-то время даем подсохнуть нашему клею и нашей серединке. А сами теперь займемся самим креплением заколочки. Также подготовим такие вот кисточки. Будут у меня из каждого цветочка на заколке. Таким образом 3 цветка. У каждого цветочка будут такие кисточки. Для этого нужно отмерить 3 нитки стразовой цепочки для каждого цветка. Длина моих кисточек, вот они у меня 2 покороче и 1 подлиннее. 7 и 8 сантиметров. По краям по 7 сантиметров и в серединке 8 сантиметров. Цветочек, который посередине, он будет немного длиннее, на 1 сантиметр. И такая заколка водопад будет у нас с висячими элементами, болтающимися. Для удобства я предварительно тоже наклею на небольшой отрезок какой-либо ткани, в моем случае тонкая атласная лента, просто чтобы удобнее было потом вклеивать. Для того, чтобы установить эти нитки стразовые, я тоже воспользуюсь клеем для страз.
Для заколочки я вырезала такую заготовку, куда будем крепить наши цветочки. Вот она такой формы, небольшой баранки такой, потому что у меня цветочки будут по краям пониже, и один цветочек вот таким образом расположена будет заколка, и кисточки с каждого цветочка будут свешиваться такие золотые блестящие элементы подвижные. Вот поэтому я именно такой формы воспользовалась. Длина под заколку тоже 8 сантиметров. И нам нужно сейчас на термоклее установить такую часть, на которую будем сейчас цветочки крепить. Сразу можно вот эту вилочку вытащить в заколке, потом мы ее будем устанавливать. Наносим термоклей. На заколочку. Здесь тоже укрепим кусочком фетра. Вот когда у нас все схватилось, нашу вилочку можно возвратить на место. Крепление у нас в принципе готово. И сейчас уже тем временем подсохла наша серединка. Что мы теперь делаем? Мы лишнюю ткань аккуратненько срезаем, чтобы она не выглядывала из-под стразовой цепочки. Устанавливаем серединку, сердцевину нашего цветка на термоклей. Три цветочка наших готовы. Теперь можно все примерить вначале, все элементы. Примерно так это будет смотреться. Сначала посажу на клей наши стразовые цепочки. Чтобы придать еще дополнительную плотность нашей заколочки, я сюда вклею еще один точно такой же слой, либо второй слой фетра, но я взяла слой бархатной ленты. И теперь осталось вклеить наши прекрасные цветочки.
такая вот нарядная, благородная заколка у нас с вами получилась сегодня. Ее можно свободно использовать не только для детской прически, но и для выхода в свет, для взрослой женщины, для мамы, дочки, для себя любимых. Возможно, вы захотите смастерить такую прекрасную заколочку. Спасибо за внимание, друзья. Делитесь с этим видео в соцсетях со своими друзьями. Пусть они тоже творят красоту. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Буду очень рада новым знакомствам. А я с вами прощаюсь и до новых творческих встреч. Пока-пока.